А вы уверены, что хорошо знаете самые известные достопримечательности планеты? А что, если вы видите только верхушку айсберга, а все главное спрятано внизу? Сегодня вы узнаете про гигантов, которых весь мир звал просто каменными головами, но под землей скрывалось то, что переписало их историю. Про арену, где все представляют гладиаторов, а этажом ниже прятали такое, во что историки долго отказывались верить. Все еще думаете, что знаете эти памятники? В этом видео 6 знаменитых мест, и у каждого под землей спрятана своя тайна. А самую жуткую находку мы приберегли на самый конец. Пристегнитесь, потому что мы уже начинаем. 1722 год. Голландская галера 8 месяцев ищет легендарную южную землю, полную золота. Экипаж измучен штормами и болезнями, а вода на исходе. Спустя время посреди пустого Тихого океана видно одинокий клочок суши. Капитан Якоб Роггевен подводит корабль ближе, всматривается в берег, но улыбка мгновенно исчезает с его лица. С берега на моряков смотрят гиганты. Десятки огромных каменных голов торчат прямо из травы и глядят в океан пустыми глазницами. Именно тогда моряки дают этому острову название «Остров Пасхи». Ведь они открыли его ровно в день праздника. А самим фигурам дают имя – каменные головы. И на следующие 250 лет в это поверит весь мир. Но понять эту ошибку человечество сможет лишь через 200 лет, когда возьмет в руки лопату. А пока вокруг этих фигур вырастает самая большая загадка в истории. Как местное племя вырезало сотни статуй весом до 80 тонн и как сумело перевести их через весь остров. Самое странное, никто даже не понимал, из какого камня они сделаны. А когда наука молчит, начинают говорить конспирологи. В 1968 году выходит книга Эриха фон Деникена «Колесницы богов». Мировой бестселлер. Идея простая. Люди не способны создать таких гигантов, значит, их высекли пришельцы, а островитяне лишь молились этим памятникам с неба. И тут же родился еще один миф. Раз гиганты закопаны по шею, значит, их спрятали нарочно. Но зачем кому-то было закапывать сотни гигантов по самую шею? Первыми проверить эту безумную теорию решили британцы. В 1914 году английская экспедиция высадилась на остров, чтобы разгадать его загадки. И как только лопата вошла в землю у подножия одной из голов, она уперлась во что-то твердое. Это были плечи. На удивление британцев, головы были лишь верхушка айсберга. У каждой головы под землей пряталась шея, грудь и даже руки, сложенные на животе. Каждая статуя на этом острове – фигура в полный рост, а над землей торчит лишь ее макушка. И миф о тайном захоронении вскоре рассыпался. Их никто не прятал. Гиганты стояли там, где их вырезали, у древней каменоломни, а за века оползни сползали со склона и засыпали их по шею. Но сторонники пришельцев не сдавались, ведь на спинах откопанных фигур обнаружились странные знаки – петроглифы. Но ученые быстро поняли – это не код пришельцев, это лодки, полинезийские каноэ, память о великом плавании предков через тысячи километров океана. Но оставался еще один миф – тот самый, что статуи шли к морю сами, с помощью магии. Во время раскопок нашли фрагменты древних канатов, и ученые решили проверить сказку. Они построили многотонную копию, обвязали ее канатами и начали раскачивать. И статуя пошла. Благодаря D-образному основанию она переваливалась сбоку на бок и буквально шагала сама. И, наконец, главный вопрос, что веками ставил в тупик. Из чего вообще сделаны эти колоссы? Пока над землей торчали только выветренные головы, все были уверены – это сверхтвердая порода, которую тут почти невозможно обработать. И только когда добрались до нижних частей статуй, нетронутых ветром и солью, пазл сложился. Оказалось, что это не гранит и не базальт, это туф, спрессованный вулканический пепел. Внутри кратера вулкана Ранрараку эта порода мягкая, ее можно резать простым базальтовым теслом, как застывшую глину. Островитяне высекали гигантов прямо в стене каменоломни, будто лепили их. А на воздухе туф со временем твердеет. Так одна из величайших загадок острова оказалась не магией, а удивительной изобретательностью древних людей. А сейчас двигаемся к следующей тайне,
спрятанный под землю, в которую до сих пор трудно поверить. Представь, что ты сидишь на трибуне Колизея 2000 лет назад. 80 тысяч человек вокруг ревут так, что дрожит даже камень. Внизу на пустом песке арены растерянный гладиатор в ожидании неизвестности. И вдруг прямо из земли, там, где секунду назад не было ничего, вырастает лев. Ты не веришь глазам. Через мгновение из-под песка, но уже в другом месте вырывается второй. Кажется, что никто не открывал ворот, а звери появились из ниоткуда. Римляне были уверены, это боги присылают хищников прямо из преисподней. А как еще объяснить, что зверь вырастает из-под земли на пустой арене? Правда пряталась ровно там, под песком, и она поразительнее любого бога. Под деревянным полом арены, засыпанным песком, скрывались 2 этажа коридоров, клеток и камер. Прямо под ареной работали больше 30 подъемных механизмов. Клетку со зверем цепляли к деревянной платформе на канатах и противовесах. Рабы налегали на канаты, и платформа взлетала вверх по вертикальной шахте. Люк в полу распахивался, и зверь вырывался прямо в центр боя, будто из-под земли. Но ты все еще думаешь, что худшее, что видела эта арена, — это львы? На заре своей истории арену затапливали водой, и в каменной чаше разворачивались настоящие морские сражения. Боевые галеры врезались друг в друга, гремели тараны, воины сходились в абордаже. Настоящие корабли, настоящая кровь в самом сердце вечного города. Как можно наполнить целую арену водой в центре города, да еще 2000 лет назад? Ответ снова оказался под ареной. Под гипогеем нашли следы мощной гидравлической системы, каналов и водоводов, связанных с римскими акведуками. Инженеры продумали все. Стены арены покрывали особым водонепроницаемым составом из извести и вулканического пепла, а сразу после битвы воду сбрасывали через огромные подземные коллекторы прямо в реку Тибр. И вот что не дает покоя до сих пор. Как именно работали эти морские бои, спорят по сей день. Сколько нужно было воды, откуда ее брали в таком объеме, единого ответа нет по сей день. Многие подземные ходы Колизея все еще не раскопаны до конца и скрывают свои тайны. Если под ареной Колизея подземелья создали ради шоу, то в столице Франции под землей таится настоящий кошмар. Все знают Париж как самый романтичный город на планете, столицу влюбленных, огней и Эйфелевой башни. Но мало кто знает, что прямо под ногами гуляющих парочек тянутся сотни километров темных катакомб. Сегодня вы узнаете, почему большинство из них запрещены для посещения и почему стены катакомб созданы из человеческих скелетов. Официально туристам открыт лишь крошечный отрезок подземелья столицы, буквально пара километров с перилами. Но настоящий лабиринт уходит под город почти на 300 километров. Это сеть темных узких лазов, затопленных штреков и заброшенных каменоломен, из которых веками добывали камень для самого Парижа. И вот главное, этот лабиринт закрыли не просто так. В один момент участились случаи исчезновения людей. Их не находили ни живыми, ни мертвыми. Лабиринт не нанесен целиком ни на одну карту, и человек растворяется в нем без следа. И таких, кто ушел вниз и не вернулся, за века набралось столько, что подземелья просто закрыли. Но самый большой шок ждет того, кто все-таки спустится глубже. Потому что там, во тьме, лежат миллионы человеческих скелетов. Вы спросите, откуда под Парижем взялось столько мертвых? Представьте конец XVIII века. Город охватывает ужас. Кладбища переполнены так, что земля на погостах вспучивается, стены соседних домов лопаются от напора трупов, а по улицам ползет запах разложения. Мертвые в буквальном смысле выдавливают живых. И власти принимают жуткое решение – переселить мертвых под землю, в пустые каменоломни. Ночами под покровом темноты вереницы телег годами свозят под город останки. Так во тьму уходят 6 миллионов парижан. Целые поколения, жившие столетия назад. И там их не сваливают в кучу. Их выкладывают. Стены из черепов, колонны из берцовых костей, узоры из человеческих останков, тянущиеся во мраке на километры. Но есть в этих тоннелях кое-что помладше костей и куда более жуткое. Где-то в стороне от любых туристических маршрутов
глубоко под Парижем, стоит настоящий немецкий бункер времен Второй мировой войны. В годы оккупации немцы вырубили его прямо в подземелье. И он сохранился нетронутым до сих пор. Диггеры поговаривают, что в мертвой тишине, в глухих коридорах у бункера, вдруг начинаешь слышать эхо. Отрывистые немецкие команды и глухие выстрелы карабинов. А теперь отправляемся в следующую точку нашего путешествия, где замурован целый подземный мир с бессмертной армией и морем яда. 1974 год. Засушливое поле на севере Китая. Крестьянин по имени Ян Джифа копает колодец, чтобы иметь воду для урожая. Вдруг лопата упирается во что-то твердое. Он счищает землю, и из-под нее на него смотрит человеческое глиняное лицо. Ян даже не представлял, что наткнулся на величайшее открытие в истории Китая. И что самое невероятное, его ждет впереди. Когда приехали археологи, они не сдерживали эмоций. Под полем ряд за рядом стояли воины, почти 8 тысяч глиняных солдат в полный рост. По доспехам каждого можно определить звание и род войск. И вот загадка, неразгаданная до сих пор. У каждого свое лицо. Ни одно не повторяется. 8 тысяч разных солдат, будто их лепили с живых людей. Лишь позже ученые поймут вещь, которая изменит весь ход раскопок. Армия — это не цель, а лишь живой щит. Бессмертная стража, поставленная беречь что-то или кого-то. Позже археологи заметили необычное место. В километре от солдат поднимается заросший земляной холм, высотой с 20-этажный дом. Только это не холм. Это крыша гробницы того, ради кого выстроили все это войско. Оказалось, что эту гробницу за 2 с лишним тысячи лет не вскрывал никто. Радар просканировал холм насквозь и показал, камера внутри цела и не тронута. Так почему же эту гробницу не открывали? Вокруг этой запертой двери выросло много теорий заговоров. Одни шепчут, что внутри спрятаны знания, способные переписать историю. Другие, что там секрет бессмертия, за которым таинственный хозяин гробницы гонялся всю жизнь. Согласно древним рукописям, в гробнице лежит Цинь Шихуанди, первый император, создатель единого Китая, правитель, который начал возводить Великую Китайскую стену. Вы можете спросить, почему ученые до сих пор не открыли саму гробницу? И ответ вас испугает. Китайские археологи уже собрали лучших специалистов, подготовили оборудование и были готовы переписать историю. Но перед самым стартом раскопок они взяли пробы почвы над курганом. То, что показали приборы, заставило экспертов немедленно отступить. Все потому, что там нашли огромные залежи ртути. В грунте холма ее оказалось в десятки раз больше нормы. Под землей разлито, по оценкам, больше 100 тонн ртути. Целое отравленное море, стерегущее императора 22 столетия. И вот что не укладывается в голове. Снаружи обычный зеленый холм, а под ним в темноте плещется яд, способный убить любого, кто вскроет камеру. А теперь переместимся в Турцию, где под землю заживо ушел целый город. 1963 год. Каппадокия. Местный житель по имени Омер никак не может понять, куда пропадают его куры. Однажды он замечает, как одна из них протискивается в узкую щель в стене его подвала и исчезает в темноте. Омер расширяет щель, светит фонарем внутрь и застывает. За стеной он видит кромешную пустоту. Вырубленный в скале коридор, уходящий куда-то вниз, во тьму. Он еще не знает, что всю жизнь прожил над бездной, над целым городом, спрятанным под землей. Когда археологи во главе с Джаном Эркманом спустились в дыру, которую пробил Омер, они не поверили своим глазам. Под обычным турецким полем, под холмами, по которым мирно ходили пастухи со стадами, вниз уходил этаж за этажом. И это был не погреб на пару семей. Здесь было все для настоящей жизни. Жилые комнаты, кухни с очагами, стойла для скота, склады, давильни для вина, колодцы, часовни и даже школа. Целый подземный мир, вырубленный в скале. Город уходит вниз на десятки метров, глубже 20-этажного дома. А современные сканеры показали, то, что раскопали, не все. Под открытыми ярусами прячутся еще, и настоящее дно города пока никто не видел. Но самая жуткая деталь — не глубина, а двери. На каждом уровне стоят гигантские круглые каменные двери, до полтонны весом.
И запирались они только с одной стороны – изнутри. От кого нужно прятаться так, чтобы вырыть себе целый мир под землей и запечататься в нем изнутри? Разумеется, вокруг такого места выросли теории заговоров. Ну кто вообще мог вырыть под землей целый мир, да еще и не один? Одни уверяют, людям каменными кирками такое не под силу. Значит, это наследие древней цивилизации, погибшей в какой-то катастрофе. Другие идут дальше, мол, это построили пришельцы. Но наука доказала, что правда оказалась проще и по-своему страшнее. Весь секрет в самой земле Каппадокии. Местная скала — это мягкий туф, застывший вулканический пепел, тот самый, из которого высекали головы Моаи. Он настолько мягкий, что его можно резать простым железным зубилом, будто застывшую глину. Но отчего же они тогда прятались? Ученые выяснили, что город веками достраивали разные народы, а позже первые христиане. Для них это было идеальным убежищем от набегов, что веками катились через эти земли. Когда приходил враг, целый народ уходил вниз, закатывал за собой каменные двери и исчезал. Но главная загадка не разгадана до сих пор. Никто точно не знает, кто и когда вырубил самый первый уровень. Город древнее любых записей о нем. И Деренкую совсем не единичный случай. Под Каппадокией уже нашли около 200 подземных городов. А сколько еще таких миров лежит запечатанными под турецкой землей, не знает никто. Наша последняя тайна находится в Ватикане, потому что скрытое под ним могло пошатнуть веру миллиардов людей. 1939 год. В Ватикане умирает папа Пий XI и оставляет необычное завещание – похоронить его внизу, в подземных гротах, как можно ближе к гробнице апостола Петра. Чтобы опустить пол под его могилу, рабочие долбят бетон. Удар, еще удар. И вдруг плита проваливается вниз, уходя из-под ног. В темноте под собором открывается провал, и из него тянет холодом. То, что скрывалось за этим провалом, прятали под величайшим храмом христианства почти 2000 лет. И привело оно к деревянному ящику с человеческими костями, вокруг которого спорят до сих пор. Новый папа, Пий XII, понимает, что рабочие вскрыли нечто огромное, и принимает необычное решение – копать дальше, но в строжайшей тайне. Почему в тайне? Дело в том, что святой Петр для католиков не просто апостол. Он первый папа, камень, на котором построена церковь. И величайший собор планеты построили прямо над его могилой, как доказательство, что здесь лежат мощи святого Петра. Именно поэтому сюда ездят миллионы паломников. Но за 20 веков никто ни разу не проверял, лежит ли он там. И теперь археологи оказались перед вопросом, который лучше было бы не задавать. А что, если под алтарем его нет? Тогда под сомнением окажется сам камень, на котором 2000 лет стоит вера 1,5 миллиарда людей. Работы по раскопкам велись больше 10 лет. И первое, что открылось внизу, поражало само по себе. Ватикан стоял не на твердой земле, а на целом городе мертвых, древнем римском некрополе. Под золотым алтарем, под ногами паломников, во тьме тянулись улицы античных гробниц с фресками и мозаиками. А в самом сердце этого подземного города искали одну единственную могилу. И вот тут в историю входит Маргарита Гуардуччи. Ей досталась безнадежная задача. Под алтарем нашли древнее святилище, а рядом — стену, сплошь исписанную тайными знаками первых христиан. Годами она в одиночку разбирала эти царапины, пока коллеги над ней посмеивались. И однажды из хаоса линий проступила фраза «Петрос Эни» — «Петр здесь». Кости исследовали. Крепко сложенный мужчина 60-70 лет. Завернут в дорогую ткань, окрашенную в императорский пурпур и затканную золотом. А еще у скелета не хватало ступней, будто тело сняли с креста, отрубив ноги. Ровно так, как по преданию снимали распятого вниз головой. Принадлежат ли эти кости святому Петру? Доказать это невозможно. В 2013-м реликвию впервые показали публике, но часть ученых до сих пор откровенно отвергает находку. А Ватикан так и остался стоять на своей самой грандиозной и нераскрытой тайне.
Сегодня вы увидели 6 знаменитых мест, 6 тайн, спрятанных прямо под ногами у миллионов людей. И вот что стоит помнить. Мир, который ты знаешь, это лишь его поверхность, а все самое удивительное всегда прячется чуть глубже. Если тебе понравилось это путешествие под землю, подпишись, чтобы не пропустить следующее.